На одной из солнечных весенних набережных расположился небольшой парк, где по утрам было особенно весело. На зеленом травяном ковре весело резвились дети, играя в мяч, строя песочницы и катаясь на качелях. Это был идеальный день для погружения в смех и радость. Здесь, среди множества семей, одинаково оживленно проводивших время, были Пачел и ее маленькая дочка Эдисон. Пачел, молодая мама с длинными светлыми волосами и доброй улыбкой, всегда любила гулять с Эдисон. В этом парке у нее была особенная привязанность, ведь именно здесь они впервые встретились с Лили, доберманом, который стал их верным спутником. Лили была роскошным доберманом с ярко-карими глазами и блестящей черной шерстью, которая блестела на солнце. Она была прекрасной собакой и часто приходила в парк вместе со своим хозяином, чтобы поиграть с друзьями. Когда Пачел и Эдисон впервые встретили Лили, она была еще щенком. Собака, скакнув к ним, привлекла внимание маленькой девочки. Эдисон, восторженно восклицая, потянулась к Лили, и собака в ответ излучала такой же энтузиазм. Это не просто была встреча, это было чувство, будто две души наконец-то нашли друг друга. С того дня в жизни девочки и собаки началась настоящая дружба, искренность которой вызывала удивление у окружающих. Каждый раз, когда они приходили в тот парк, Лили буквально не могла дождаться, когда встретит свою маленькую подругу. Она радостно подбегала к Эдисон, будто вспоминая все их совместные забавы и игры, которые ждали их впереди. Девочка в ответ хихикала и вытягивала руки, чтобы обнять Лили, как только та приближалась. Они стали как две половинки одного целого, неразлучные и всегда полные радости. С того дня Лили и Эдисон стали неразлучными. Они проводили дни, исследуя уголки парка, где цветы распускались, а деревья предлагали свою тень. Лили превращалась в защитника Эдисон, ведя ее сквозь веселые, полные смеха моменты под пронзительным солнцем. Когда Лили подбегала к ней, девочка была не в силах сдержать смех. Ее руки нежно дотягивались до шерсти собаки, когда она пыталась сохранить равновесие, но каждый раз ее переполняло счастье, что вызывало смех в воздухе и заставляло сердце замирать от радости. Объятия, которые они делали прежде чем начать играть в свои любимые игры, становились все более эмоциональными и полными любви. На одном из таких солнечных дней Лили и Эдисон снова собрались в парке. Эдисон уже начинала уверенно держать равновесие и могла стоять на коленях, стремясь поиграть с Лили. Но когда собака приближалась, девочка терялась в восторге, и ее смех становился громче. Из-за огромного количества радости и смеха Лили поняла, что игра должна быть смешанной с благородством. Она никогда не использовала свою силу против клиентки, вместо этого проявляя ум и деликатность, удивляя тем, как была нежной, благодаря своей дружбе с малышкой. Лили, повинуясь инстинкту, радовалась на каждый хохот и пыталась подбодрить свою малышку. Они вместе провели часы, играя и смеясь, забыв о времени. Порой они играли в прятки, где Эдисон пряталась за деревьями, хихикая, когда Лили искала ее, виляя хвостом. Эти моменты стали определяющими в их дружбе, так как каждая игра углубляла их связь. Однако окружающие часто погружались в различные мифы о доберманах, которые пугали многих. Невзирая на это, Пачел всегда знала, насколько преданной и нежной может быть эта порода. Лили оказалась не только энергичной собакой, но и надежным защитником своей дочки. Каждый раз, когда Эдисон играла на площадке, Лили контролировала пространство вокруг них, оберегая свою маленькую подругу от возможных неприятностей. Она словно бы чувствовала, когда кто-то приближался, и отражала свою заботу своим мощным телом, позволяя Эдисон чувствовать себя в безопасности. В тот день, когда они встретились с местными жителями, в определенный момент один из мужчин, проходя мимо, заметил, как Лили щиплет траву рядом с Эдисон. «Эта собака опасна», —
закричал он, обосновывая свое беспокойство мифами о доберманах. Однако Пачел улыбнулась и с уверенностью ответила, что Лили — это не просто щенок. Она делает все возможное, чтобы защищать ее дочку. Как бы замечательно это ни звучало, но в тот момент их связь с Лили была предвосхищаема гораздо глубже, чем могла себе представить эта группа людей. Прошло несколько месяцев, прежде чем такой страх можно было развеять. С каждым новым днем они становились лишь ближе друг к другу, и Пачел гордилась своей собакой. Лили проявляла такую преданность и доброту, что с каждым последующим визитом в этот парк люди начинали переосмысливать свои взгляды на доберманов. Они видели дружбу, которая процветала между Эдисон и Лили, как воплощение настоящего дружеского союза, не поддающегося никаким стереотипам. С каждой неделей их дружба укреплялась, и Эдисон росла на глазах. Она училась ходить, и каждый шаг был новым приключением для них обеих. Лили всегда была рядом, поддерживая ее своим большим любящим взглядом. Эти моменты укрепляли их связь, и они ощутили, что формируют настоящую семью, состоящую из мамы, дочки и верного друга. С каждым новым достижением Эдисон, с каждым словом, которое она произносила, с каждым шагом, который она делала, Лили с как бы гордостью смотрела на нее. Она виляла хвостом, когда слышала смех девочки, а иногда, казалось, даже улыбалась вместе с ней на маленьком детском лице. Эти мгновения часто становились волшебными. Они сидели вместе, играя с игрушками, а Лили, нежно ныряя под рукою Эдисон, поняла, что ее главная миссия — это быть рядом с ней. Пришел день, когда Пачел и Эдисон отправились в новое приключение, отдавая дань уважения своей дружбе с Лили. Они организовали пикник в парке, на который пригласили всех своих друзей. Этот день стал не просто событием, он олицетворял радость и счастье, которые приносила им дружба с Лили. Каждое мгновение этого изображения, пока Эдисон кушала угощение, пока Лили с ее любопытством наблюдала за маленькой компанией, казалось, что дружба захватывает все вокруг и разливается как волшебный эликсир. Когда Эдисон шла на занятия или спала, Лили всегда находилась рядом, оберегая ее и создавая чувство комфорта. Эдисон могла часами рассказывать о своей дружбе с Лили, рассказывая, как ее любимая собака помогла ей преодолеть самые трудные моменты, и всегда слушала ее как лучший друг. В разгар учебных будней Эдисон иногда оставляла Лили дома, ведь учеба требовала полной сосредоточенности, и она не могла сдержать улыбку, когда думала о том, как же будет скучно без ее любимца рядом. Несмотря на долгие часы учебы, их связь ни на минуту не ослабевала. Вечерами, когда Эдисон возвращалась домой, Лили скакала, излучая радость и счастье. Этот радостный момент общения был наполнен тихим пониманием, когда ее взгляд наполнялся преданностью. «Ты будешь всегда рядом со мной, Лили?» — спрашивала Эдисон, ласково гладя собаку по голове. Лили в ответ лишь побрякивала хвостом, словно обещая, что будет рядом всегда. Первая зима пришла быстро, и Пачел подготовила маленькую Эдисон к холодам, много раз одевая ее в теплую одежду. Но, несмотря на мороз, веселье в их парке не ослабевало. Вместе они начали кататься на санках и валяться в снегу. Лили, чувствуя, что это время снова объединяет всех, радостно прыгала вокруг, заставляя Эдисон смеяться. Мгновение, когда снег падал на лапы Лили, освещая ее блестящие глаза, навсегда остались в памяти. Эдисон никогда не заскучала на улице с Лили. Их дружба не исчезала, а только разрасталась с каждым смехом вдвоем. Они стали настоящими компаньонами, и в своих будущих воспоминаниях Эдисон всегда будет вспоминать о том, как тепло их дружба наполняла их сердца. Эта теплота и радость пробуждала желание исследовать, открывать каждую деталь друг о друге.
Как настоящий праздник, их день был наполнен играми, бумажными шариками и, конечно же, ненасытным смехом. Все были погружены в веселье, разбрасываясь цветными конфетами и радуясь каждому моменту. Эдисон и Лили создали праздник, полный любви и дружбы, который запомнится навсегда. Кульминацией этого дня стало приключение из сладостей. Эдисон приготовила торт с морды, украшенный глазами Лили, что вызвало бурный смех и восхищение. Когда с наступлением вечера все разошлись по домам, Эдисон обняла Лили и спросила: «Лили, ты всегда будешь со мной, да?» Лили по-собачьи посмотрела на нее с любовью. Этот взгляд был полон преданности и нежности. Они оба знали, что их дружба выдержит любые испытания, и это связывало их навсегда. Каждый их вечер был заполняем тихими беседами и грезами о том, какое будет будущее, когда они обе вырастут, и все глубже понимали друг друга. Годы шли, и Эдисон подросла, став игривой и смелой девочкой, а Лили рядом, будто по-прежнему остается ее верным помощником и другом. Они вместе пережили множество ярких моментов, каждый из которых открыл новые грани их дружбы. От спокойных вечеров до забавных игр на траве их история была отправной точкой для волшебных мгновений, которые определяли словно цельную симфонию их жизни. Когда Эдисон часто шла на свидания или встречалась с друзьями, Лили сидела у двери, с тоской ожидая ее возвращения. Инстинктивная привязанность к Эдисон формировала не просто дружбу, а сильную связь, полную взаимопонимания и сосредоточенности. Лили всегда была рядом, создавая ощущение комфорта, когда Эдисон возвращалась с новым волнением. И даже когда Эдисон начинала все больше и больше времени проводить вне дома, присутствие Лили служило постоянным напоминанием о любви и верности, которые были в их отношениях. Пришел день, когда Эдисон решила отблагодарить свою лучшую подругу за все моменты радости. Она выбрала событие, ставшее праздником для их верной дружбы, и пригласила всех своих друзей, чтобы они тоже смогли увидеть, какую силу в себе таит Лили. Эти забавные моменты, когда все просто сеяли радость, постепенно превращались в традицию. Каждый из моментов, когда они встречались с друзьями, становился уникальным и отличительным, наполняя их сердца счастьем и искренностью. В парке смешались светлые улыбки Эдисон и ее подруг, чат, смех и праздничный дух наполнили атмосферу. В этот давным-давно запланированный день Эдисон подарила Лили галстук, который она сама сшила из блестящих тканей. У Лили на шее заиграли яркие цвета, и она выглядела как настоящая модель для блестящего шоу. Собака, глядя на радостную девочку, скакала во все стороны, знав, что является частью этого волшебного мгновения. Как настоящий праздник, их день был наполнен играми и музыкальными развлечениями. Эдисон тщательно организовала всю программу, позаботившись о каждом элементе — конкурсы, игры и даже забавные испытания для Лили. Друзья удивлялись, как много всего можно сделать с такой дружбой, и каждый момент подтверждал это. Каждый вздох радости брал свое начало от их связи. Как две души, полные жизни, они сделали мир вокруг себя ярче и теплее. Когда с наступлением вечера все разошлись по домам, Эдисон обняла Лили и, прощаясь, тихо прошептала: «Ты будешь всегда рядом со мной, да?» Лили по-собачьи посмотрела на нее с любовью. Этот взгляд был полон преданности и нежности. Они оба знали, что их дружба выдержит любые испытания, и это связывало их навсегда. Эти счастливые минуты стали их обетом друг другу, который накладывал колоссальную ответственность и искренность на себя. С уходом Эдисон в колледж Лили ждала своего человека как никогда прежде. Каждый раз, когда она слышала шаги Эдисон, даже когда она возвращалась домой по праздникам, ее хвост виляло от счастья,
а ее глаза были полны неизменной любви. Лили осознавала, что будет защищать свою девочку, даже когда Эдисон становилась все более независимой, и даже когда они уже не могли проводить много времени вместе. Но, несмотря на это, Эдисон всегда ощущала присутствие Лили в ее сердце. Однажды, сидя в универе и размышляя о будущем, она поняла, что все ее сны и стремления переплетаются с удивительной дружбой, которую она создала с Лили. В тот момент, когда ее мысли сквозь страницы учебников вспоминали о лужайке в парке и о том, как они вместе играли, внутри ее и распускались гордость и любовь. Наступило лето, и Эдисон возвратилась домой. Заранее распланировав этот визит, Лили была готова встретить ее с ожидаемым восторгом. Эдисон заглянула в дом, и первое, что она заметила, это нежный взгляд Лили, полон радости и нежности. В тот момент их связь снова обрела смысл, как будто ни дня не прошла. И с каждым сказанным словом, с каждым разговором они пополняли не только собственные истории, но и создали прошлое и будущее для своей дружбы, автором которой они были в одиночестве. Лили и Эдисон знали, что жизнь будет приносить свои изменения, но они также понимали, что настоящая любовь никогда не теряется. И поэтому их дружба оставалась живой и яркой, преодолевая все расстояния и временные преграды. На каждом шаге впереди у них было ощущение уверенности и любви, которые должны были стать основой их судьбы. Собаки и дети всегда найдут путь друг к другу, будто вечные друзья, которые созданы для того, чтобы делиться радостью. Вместе они создавали бесконечные моменты счастья, и их история лишь начиналась.